Всем привет! 6 октября прошло долгожданное мероприятие от компании Google под названием «Сделано в Google». Однозначно сейчас можно сказать, что на рынке появился еще один серьезный игрок. Ведь до этого компания была не слишком востребована. Компания Google предложила многочисленным фанатам, а также простым пользователям смартфоны, а именно Pixel 7 и Pixel 7 Pro. И отличные, на мой взгляд, часы Pixel Watch. По поводу часов, они, к сожалению, выпускаются только в одном размере, на 41 мм. А вот версий их, предостаточно. Это первая с ограниченной поддержкой Wi-Fi за $349 и версии с Wi-Fi и LTE за $399. Но нас интересуют, конечно же, смартфоны. И они действительно у компании получились необычные и интересные. Обе новинки базируются на собственном процессоре Google Tensor G2 и оснащены отдельным чипом Titan M2, который отвечает за безопасность устройств. Сегодня я вам расскажу, почему стоит купить именно старшую версию Pixel 7 Pro. Итак, основные фишки смартфона: это отличный OLED-экран диагональю 6,7 дюйма, хороший процессор Google Tensor G2, защита от пыли и влаги по стандарту IP68, 12 гигабайт оперативной и 512 гигабайт своей флеш-памяти, аккумулятор емкостью 5000 мАч и, конечно же, цена всего $900. А теперь поподробнее. С вами канал Первый обзор. Поехали! Первое, о чем стоит рассказать, это то, что процессор Google Tensor G2 получился очень даже ничего. В новом чипсете есть два ядра Cortex X1 с частотой 285, два ядра Cortex A76 на 2.35 и 4 ядра Cortex A55 на 1.8 ГГц. Данные Geekbench 5 указывают, что процессор набирает 1068 и 3149 баллов в одноядерном и многоядерном режимах. Процессор получил преимущество за счет более мощного ИИ блока и двух сверхмощных ядер. Теперь о самом главном. Стоимость. Смартфон Pixel 7 Pro предлагает нам три варианта: 128, 256, 512 гигабайт. Все эти варианты получили целых 12 гигабайт оперативной памяти. Стоимость их: базовая версия $899, средняя $999, топовая $1099. На мой взгляд, достаточно интересный вариант, если учитывать, что это флагман с большой буквы. Также стоит отметить, что смартфон Pixel 7 Pro получил восхитительный дисплей. Выполнен, конечно же, по технологии OLED диагональю 6,7 дюйма и разрешением 2К+, кадровой частотой 120 Гц. При отображении HDR контента пиковая яркость достигает 1000 нит, а в автоматическом режиме небольшие участки дисплея способны выдавать до 1500 нит. Матрица выполнена по технологии LTPO первого поколения, поэтому минимальная частота обновления составляет 10 Гц. Pixel 7 Pro оснастили основной камерой на 50 мегапикселей, снимающей в разрешении 12,5 мегапикселей. Гаджет также получил новый ультраширик на 12 мегапикселей с углом обзора 126 градусов, автофокусом и поддержкой макро. Третий модуль — телевик на 48 мегапикселей с пятикратным оптическим приближением. При зуме используется машинное обучение, чтобы убирать шумы и повышать четкость. Смартфон получил эксклюзивную функцию размытия в приложении Google Фото. Она с помощью машинного обучения улучшает смазанные изображения. Все камеры флагмана поддерживают запись видео в формате 4К со скоростью до 60 кадров в секунду. Доступна съемка 10-битных HDR роликов. Кинематографическое панорамирование позволяет снимать плавные панорамные кадры, но с двукратным замедлением и без звука, что, конечно же, чуть-чуть расстраивает. Аккумулятор смартфона выступает на 5000 мАч. Аппарат с натяжкой выдерживает день обычного использования, выдавая примерно 6-7 часов активного дисплея. Pixel 7 Pro поддерживает 30-ваттное зарядное устройство, позволяющее за полчаса восполнить примерно 50% заряда АКБ. Доступна и беспроводная подпитка, но максимальные 23 Ватта можно получить только от фирменной станции Google Pixel.
второго поколения. То есть не получится зарядить смартфон от какого-то левого зарядника. Именно второго поколения. Пожалуйста, покупаем, используем. Пару слов также стоит сказать о базовой модели Pixel 7. Она доступна в двух конфигурациях с одинаковым объемом оперативной памяти – 8 гигабайт. Версия 128 гигабайт флеш-памяти стоит $599, 256 гигабайт $699. Смартфон получил 6,3-дюймовый экран OLED с кадровой частотой 90 Гц, разрешением Full HD+. Фронтальная камера выступает на 10,8 мегапикселей, основная двойная камера 50 мегапикселей и 2. Процессор Google Tensor G2, аккумулятор 4270 мАч и операционная система из коробки, конечно же, Android 13. Ну что же, ребята, на мой взгляд, вообще у компании Google получилось сделать очень интересную презентацию. Там мы получили очень интересные смарт-часы. Конечно же, вы должны понимать, что часы очень необычно выглядят. Действительно, таких часов в плане дизайна вы не найдете нигде. Они действительно очень и очень интересны. В-третьих, вы должны понимать, что компания Google не выпускает много смартфонов. То есть они выпустили 2 смартфона и, пожалуйста, если вам не нравится супер флагман за $1100, покупаем за $700-800. Пожалуйста, выбирайте. Но, на мой взгляд, более интересный вариант — это, конечно же, Pixel 7 Pro. Переплачиваем 300 плюс-минус долларов, и мы получаем действительно топовый смартфон. Если вы ищете смартфон для игры, однозначно данный гаджет вам не подойдет, потому что это не Snapdragon Gen 2, это, конечно же, 8 Gen 2. Это не такой процессор, который вы можете использовать в производительных играх. Вот такие смартфоны получились у компании Google. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока. Одну минуточку, и мы продолжим. Я напоминаю, что сейчас всем полностью блогерам из стран Беларуси, России, Украины очень тяжело выпускать видео. Почему? Потому что YouTube на данный момент, к сожалению, не платит нам. Мы не получаем вообще денег из видео. И чтобы нам продолжать выпускать ролики, нужны, какие-то деньги. Они минимальные, но все же они нужны. Если вы хотите поддержать меня, пожалуйста, можете оформить подписку, чтобы получать какие-то ништяки и так далее. Также напоминаю, что сейчас у меня есть канал в Яндекс.Дзен. Пожалуйста, подписываемся туда, там выходят ролики регулярно, часто, так же как и на YouTube.